Всем здорово, интернет, с вами Дориан Корнет, и сегодня я вам расскажу, как сделать рисованное оформление, не умея толком рисовать. Видео для тех, кто в этом особо не разбирается, ибо наша цель максимально простая. Поставь лайк на это видео, это сильно мотивирует, и приятного тебе просмотра. Красивое оформление канала — это всегда хорошо, ведь заходя на ваш канал, люди будут видеть его и уже сразу понимать, о чем канал. Зная, что большая часть моих зрителей рисовать не умеет, скажу, что использовать мы будем разного рода генераторы аватарок с разных сайтов, а для шапки будем использовать Photoshop. Если же вам интересно именно полноценные арты, у меня также уже было видео на эту тему, ссылка на него будет в описании. Сегодня мы, грубо говоря, будем имитировать рисованное оформление и будем стараться сделать все как можно проще. Кстати, насчет оформления. Оформление канала — это еще не все. Если вы, например, стример или геймер, вам тоже нужно красивое оформление для ваших видео и стримов. И тогда программа Streamlabs OBS для вас идеально подойдет. Она меньше лагает, чем OBS или XSplit. В ней есть, кроме Donation Alert, своя система доната. Встроен удобный чат с возможностью его читать, модерировать и сделать своего бота. Также там для ваших стримов и видео сделали тысячи заготовок оформления. И там еще очень много разных функций. А верхушка айсберга — это то, что эта программа совершенно бесплатна, и ты можешь ее прямо сейчас скачать. Ага, ну круто же, ну. Переходи по ссылке в описании, скачивай программу, или если хочешь узнать больше про эту прогу, ты можешь глянуть мой полный обзор также по ссылочке в описании, а уже потом сможешь ее скачать. Такие дела. Обычно подобного рода видео я начинаю с создания шапки, но не в этот раз. Сегодня мы быстренько сделаем аватарку и уже на ее основе будем работать с шапкой. К слову, я не знаю, какой стиль аватарок вам нравится и что для вас лучше, поэтому я дам вам 5 сайтов, на которых сможете сделать себе аватарку. Сами уже подберете себе, какой стиль для вас лучше. На первом вы сможете сделать 8-битную аватарку. На втором аватарку в flat стиле. На третьем сделать аватарку в таком вот стиле, хрен знает как его описать, но довольно качественно. Ну и в сравнении с прошлыми довольно простой face.co с таким же генератором аватарок. Будет еще 5-я ссылка на генераторы в стиле аниме, South Park и подобное. Я лично буду пользоваться генератором аватарок в flat стиле, так что имейте в виду. Тут на сайте можно настроить все, что хотите, начиная от цвета кожи, заканчивая формой глаз и размером бороды. Показывать создание смысла не вижу, поскольку вы просто меняете всякие виды причесок и остального, и потом жмете сохранить. Все для всех будет уникально, вы сами выбираете себе прическу и так далее. Итак, вот вы сделали себе аватарку на каком-то из генераторов. После этого вы должны открыть ваш Photoshop и открыть подобного рода исходник, ну то есть рамку под вашу работу. Рамку можете найти по запросу banner template, либо же скачав эту заготовку у меня в описании под видео. Скачав ее, откроете, у вас будет вот такая вот рамка, здесь будет ваша основная шапка создаваться и, ну, небольшая цветокоррекция, просто чтобы была. Итак, загружаем любую картинку из интернета, не забывая помещать все наши слои в самый низ. После этого нажимаем вот сюда цветовой тон и насыщенность. И насыщенность вкидываем в минимум. Также мы нажимаем вот сюда, нажимаем цвет, параметр цвета выбираем максимально белый и помещаем этот слой в самый низ. А зайдя в заливку цветом, мы сделаем немножечко потемнее наш цвет, чтобы он был такой вот сероватый. Теперь пишем название вашего канала. Для этого выбираем инструмент текст и пишем, что нам собственно нужно. Если что, использую вот этот вот шрифт робота. Саму надпись я сделаю побольше, нажму Ctrl и английскую A и помещу наш текст посередине, нажав на этот вот инструмент. Итак, надпись Дориан мы кидаем выше, чем цветовой тон и насыщенность. Нажимаем 2 раза, наложение цвета, и цвет мы делаем примерно где-то вот такой. Теперь копируем наш текст и пишем вторую часть нашего никнейма. Зажав Ctrl-T, делаем поменьше наш текст и помещаем его примерно вот так вот. Но здесь мы сделаем наложение цвета уже на примерно вот такой вот цвет. Теперь скопируем нашу надпись Корнет и переместим ее вот сюда. Здесь же давайте напишем, о чем наш канал будет. Допустим, у нас это Photoshop и уроки там, правильно? Давайте напишем Lightroom. Теперь, зажав Ctrl и английскую T, мы опять же с шифтом уменьшаем эту надпись. Зажимаем Alt, зумим и нашу надпись немножко повыше подгоняем. Зажав Shift, выбираем все слои с нашим текстом, нажимаем Ctrl и английскую T и делаем нашу надпись чуть-чуть побольше. Теперь добавим нашего персонажа, нарисованного персонажа. У нас он выглядит следующим образом, но у него, как вы видите, есть задний план, это нам не подходит. Зажав Alt, опять же зумим, мы просто выбираем инструмент волшебный ластик и жмем по синему фону. Если у вас есть какие-то артефакты, вы просто выбираете обычный ластик и можете их подтереть.
Нажав Ctrl-T, опять же подгоняем нашего персонажа по размерам. Справа в углу мы добавим надпись «Наши соцсети». Как вы знаете, на YouTube здесь можно добавлять ссылочки, и давайте, собственно, это и сделаем. Скопируем нашу надпись в Photoshop и Lightroom и переместим ее вот сюда. Теперь напишем «Наши соцсети» и опять же поместим поудобнее, примерно вот так вот. Здесь же на YouTube вы сможете вставить всякие ссылочки кликабельные, и люди будут видеть, что опа, у тебя есть какие-то ссылочки прикольные, вау-вау-вау, прикол, офигеть. Далее можно вбить Paint Brush PNG, выбрать какую-нибудь кисть, например, вот эту. Я добавил эту кисть, давайте пару раз ее скопируем. Копии переместим под нашу основную кисть. Нажмем Ctrl-T, зажав Shift, опять же мы изменим размеры. Немножечко давайте изменим положение, что-то вот подобное. А самую большую кисть, самую важную кисть сделаем просто побольше. И поместим примерно, ну, вот так вот, наверное. Теперь с Shift выберем все наши 3 кисти, нажмем PKM, объединить слои, нажмем Ctrl и русскую G, и здесь мы уберем насыщенность минимум и яркость сделаем побольше. Теперь у нас добавились вот такие вот кисти. Опять же, помимо того, что написать здесь наши соцсети, вы можете добавить значки ваших программ, которые вы используете, например, здесь Photoshop добавить, здесь добавить там, например, Lightroom и еще какие-нибудь программы, чтобы они здесь вот были. Например, что-то подобное, типа какие программы вы используете. Также для наполненности можно добавить всякие эффекты. Например, вот такие вот. Как это добавляется? Вы делаете новый слой, выбираете кисть, жесткость максимум, размер варьируете сами, цвет выбираете примерно такой же цвет, как и у вашего текста, и просто расставляете эти кругляшки по вашей работе, где вам только захочется. Но так работа смотрится намного наполненней и как будто бы, ну, что ли, более заполненной. И напомню еще раз, аватарку мы уже сделали, мы сделали ее, просто сгенерировав ее через генератор. И сейчас мы сделали шапку, которая смотрится довольно хорошо. Это, опять же, грубо говоря, flat стиль, выглядит довольно хорошо, ничего особенного такого нету, делается он довольно просто. Если у вас, например, 8-битный стиль, вы меняете этот шрифт на 8-битный и добавляете всякие 8-битные плюшки, 8-битные кисти, 8-битные там какие-то игровые штуки, что-нибудь 8-битное. Если же у вас другой стиль, добавляете какие-нибудь штуки из другого стиля, просто заменяете персонажа на того, которого сделали вы, заменяете все объекты на тот стиль, который выбрали вы, и бац, и уже хорошо смотрится ваша работа. Круто ведь, правильно? Если вы считаете, что это реально полезный туториал, ставьте лайк на это видео, ведь чем больше лайков, тем больше у меня мотивации делать больше годных, крутых туториалов с обучениями. И опять же, оставляйте любой адекватный комментарий под этим видео, потому что, во-первых, я довольно часто отвечаю на комментарии, часто их лайкаю и взаимодействую с аудиторией. Во-вторых, я возьму рандомный, интересный, адекватный комментарий из этого видоса и ставлю его в начало следующего видоса, как было с топ-комментарием в начале этого видосика. Поэтому оставляйте комментарии, ставьте свои лайки и, конечно же, подписаться на канал вы тоже не забудьте. Кстати говоря, если вы хотите улучшить ваш YouTube канал в плане монтажа, у меня в инстаграме, вот в этой вот строчке в профиле, выкладываются ссылочки на крутые проекты для After Effects, по типу того, что было в начале этого видоса. То есть я реально каждые парочку дней обновляю там ссылочку, и вы можете заходить в мою инсту и скачивать. Поэтому ссылочка на инсту в описании, сможете еще и монтаж свой улучшить благодаря исходничкам у меня в инстаграме. Также не забывайте скачивать Streamlabs OBS по ссылочке в описании, там же ссылочка на мой полный обзор. Слева прикольный видос, справа прикольный видос, а посередке кнопка для подписки на канал. Адьос.